В предыдущем ролике Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. В этом ролике мы продолжаем работы на крыше. А теперь обо всем по порядку. Поехали! После всех выполненных работ начали потихоньку наводить порядок. Очищая алмазные чашки, бетонные неровности. В монолитных участках после залития бетона оставили отверстия для вентиляционных каналов и дымохода. В комментариях спрашивали, почему нельзя все полностью перекрыть плитами, избежав тем самым устройства монолитных участков. Отвечаю. Во-первых, плиты перекрытия имеют стандартные размеры, и при любой раскладке все равно где-то останется пустота, потому что тонкую плиту для вас специально никто не будет изготавливать. Во-вторых, на месте монолитных участков будут делаться технологические отверстия для вентиляции, дымохода, коммуникаций, которые невозможно и нельзя сделать в плитах перекрытия. Продолжаем шлифовку и уборку на крыше. Изначально в моем проекте была скатная кровля, но в процессе строительства я решил изменить проект и сделать плоскую кровлю. Первая причина экономическая. Плоская кровля, весь пирог, утепление, качественная гидроизоляция обошелся мне на $10 тысяч дешевле, чем стропильная система с бюджетным покрытием металлочерепицей. Вторая причина – это функциональная и эстетическая. С плоской кровли открылся отличный вид, и здесь прям можно обустроить открытую полноценную террасу с отличным видом. Третья причина – практичность. На плоской кровле можно разместить блоки тепловых насосов, коммуникации, солнечные коллекторы для подогрева воды, фотоэлектрические панели, если вдруг в них возникнет необходимость. Сразу скажу, что в Минске климат не такой, как в Сибири, и плоская кровля в эксплуатации не будет вызывать никаких проблем. Плиты в некоторых местах лежат довольно-таки с большим перепадом. Для того, чтобы хорошо сделать парогидроизоляцию и качественно уложить пенополистирол, я решил эти неровности выровнять по плоскости. Объем большой, поэтому пришлось нанять знакомых ребят-отделочников. Для выравнивания плит использовали недорогой клей и цементную стяжку на больших перепадах. Задача стояла сделать общую ровную плоскость, уровень тут не важен. Знаю, что многие самостройщики посчитали бы это лишней работой и приклеили битумный материал на кривое основание.
В этом случае я посчитал, что основание должно быть с большего ровным, так как от этого напрямую зависит герметичность будущего покрытия. Плюс под уложенным пенополистиролом не должно быть пустоты. Эта работа растянулась на 2 дня и стоила мне примерно $500 под ключ, материалы плюс работа. Так, сейчас мы заканчиваем подготовку крыши к теплой гидроизоляции. Некоторые этапы не снимал. Почему? Потому что был дождь и, соответственно, работали фактически под дождем, и камеру нельзя было оставить, чтобы она не промокла. Во-первых, более или менее сгладили клеем плиты. Вывели вент-каналы. Здесь это дымоход, это вентиляция. И тут, соответственно, полностью вентиляция. Здесь еще одного ряда блоков не хватает. Обмазали, прошлись блоки клеем. Вот, соответственно, 2 блока. Сделали такую вот стяжку с наклоном в 5 градусов в сторону дома. И сейчас обмазываем блоки, шпатлюем блоки клеем. Для чего? Для того, чтобы, когда будет наноситься праймер и приклеивается битумный материал, чтобы это все красиво приклеилось, чтобы не клеить вот сюда ж нормально ничего не приклеится, поэтому, соответственно, надо это все обшпатлевать. Так, что еще? Сделал я еще технические отверстия по углам. Вот как они выглядят. Прорезал коронкой. Раз. Вот еще одно отверстие. Всего 5 штук на всю крышу. А для чего? Для того, чтобы, когда мы будем укладывать пенополистирол, если вдруг пойдет дождь, то чтобы можно было согнать воду. Вот это самые низкие участки. Это просто технические отверстия. Они уже после того, как крыша будет сделана, они будут запенены и замазаны со стороны фасада. Ну и вот, в принципе, все. Сейчас продолжаем готовить крышу. Еще нужно выставить и обложить вот эту трубу канализационную. И уже будем наносить праймер и приклеивать пароизоляцию.
Блоки обшпатлевали клеем. Знаю, что на общестрое не принято выполнять такие работы, но я реально не понимаю, как можно качественно нанести праймер и приклеить парогидроизоляцию на неровный блок. Тем более, что эта работа не занимает много времени. Как только клей высох, счищаем шпателем неровности. Собрали подъемник в другом месте, так как еще нужно поднимать строительные материалы. Привезли нехватающие блоки, и я доложил последний ряд вентканала. Друзья, хочу порекомендовать один из самых быстро развивающихся интернет-магазинов строительного и отделочного инструмента, как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Если вы занимаетесь строительством, ремонтом или отделкой, здесь вы найдете практически все необходимое для работы на объекте и для домашнего использования. В магазине представлен инструмент для профессиональной укладки плитки, ручные электрические плиткорезы, вакуумные присоски, газомонтажные пистолеты, шлифовальные машины, покрасочное оборудование, алмазный инструмент, лазерные уровни, большое количество полезных аксессуаров и многое другое. Отдельно отмечу, что магазин предлагает инструменты под уже хорошо зарекомендовавшим себя брендом DLT, а также продукцию известных китайских производителей, которые сегодня уверенно конкурируют с европейскими брендами по качеству и надежности, оставаясь при этом доступными по цене. Инструмент отлично подойдет как для ежедневной профессиональной работы, так и для тех, кто делает ремонт своими руками и хочет получить качественный результат без переплат. Удобный онлайн-заказ и бесплатная доставка по странам СНГ делают покупку инструмента быстрой и комфортной, особенно для тех, кто заказывает регулярно. Если вы цените качество, практичность и разумную цену, рекомендую обязательно обратить внимание на этот магазин. Ссылку, как всегда, оставлю под видео. Вот это место, которое получилось за вентканалом, мы полностью заложили блоками и сверху положили пенополистирол, потому что вот это расстояние там никак нормально не гидроизолируешь. Ну, там нет смысла его оставлять. Поэтому это будет полностью все вот монолитным блоком и будет утепляться все вместе и гидроизолироваться. Отвод воды с крыши будет с 4 сторон, поэтому нужно сделать в парапете отверстие для сливных воронок. Размечаю отверстие для воронок с учетом будущей теплоизоляции. Воронка должна размещаться в самом низу разуклонки. Всего будет 4 воронки. При помощи реноватора прорезаю блок. Затем прорезанную часть выбиваю перфоратором. Там, где уже глубоко, использую коронку. Делаем 4 таких отверстия.
Отверстия под боковые воронки готовы. Самое интересное, что сделали при помощи обычного реноватора и такой вот коронки на 72 мм. Следующий этап – это нанесение битумного праймера. Праймер нужен для того, чтобы хорошо приклеился к основанию рулонный битумный материал, грубо говоря, рубероид. Праймер наносится валиком и кистью в углах. Перед нанесением пылесосим поверхность, чтобы убрать весь мусор. У меня в остатках оставались желтые ведра с праймером Технониколь, в магазине купили синие ведра. В принципе, с большего одно и то же. На жаре этот материал жидкий, но я его все равно перемешиваю. Праймер нанесли за один день, утром по нему уже можно было спокойно ходить. Пока мы занимались работами на крыше, я вызвал трактор с ковшом и параллельно сделал подсыпку вокруг дома и немного спланировал участок перед домом. Вообще советую все земляные работы сделать перед строительством дома. Создайте четкий проект с высотами и до строительства дома выполните все эти работы, потому что когда нет дома, грузовики с песком могут заезжать далеко на участок, высыпать там, где надо, и гораздо удобнее погрузчику все это разравнивать. Да и в начале строительства ПГС и песок стоили в 2 раза дешевле. Можно было сразу купить 30 машин и спланировать весь участок.
Конечно же, это все опыт, и второй дом я уже бы строил немного по-другому. На качестве строительства это не отражается, но вот организовал бы процесс более продуктивно. Вообще, изначально я сам хотел наплавить рулонный битумный материал на крышу. Думал, что это просто и легко. На маленьких объемах это сделать можно легко и просто. Но поговорив с людьми, кто уже делал такие крыши, с соседями, они все-таки посоветовали, чтобы эту работу выполнили профессионалы, потому что объем слишком большой и легко допустить ошибку, не имея опыта. Я решил, что не стоит тренироваться и допускать ошибки на такой ответственной работе, все-таки это кровля, и решил нанять профессионалов, которые занимаются этой работой каждый день. Всего у меня будет 3 покрытия, то есть первое покрытие это пароизоляция биполикрин. Это битумный материал со стеклотканью внутри, который довольно-таки качественный и может даже служить финишным материалом. Он выдерживает морозы и эластичный, это необычный рубероид. Потом будет теплоизоляция. Самый тонкий слой будет 20 см и разуклонка будет до 35 см. Потом сухопрессованная стяжка с разуклонкой. Мы подождем, когда она высохнет, нанесем праймер и уже наклеим 2 финишных материала. Это материал Flex или тот же самый биполикрин, как подложку. И финишный материал это Технониколь Техноэласт. То есть материал бизнес-класса, который сверху уже с подсыпкой, он эластичный, выдерживает большие нагрузки, морозы. И по инструкции он может служить до 40 лет. Рулонный инструмент поднимали при помощи лебедки. Рулоны, кстати, тяжелые, и таскать их по лестнице без лебедки было бы трудно. Кстати, ребята оценили удобство нашей лебедки, и забегая наперед, скажу, что в конечном итоге они у меня ее купили, после того, как мы закончили крышу, и она мне особо стала не нужна. А ребята поднимают на крышу материал и инструмент постоянно. Начинаем наплавлять и приклеивать биполикрин. Раскатывается рулон, отрезается необходимый размер, затем снова сворачивается рулон и уже с 2 сторон горелками приклеиваем его к основанию и бортику. Если честно, то я рад, что не стал сам клеить, так как все-таки в процессе я увидел очень много нюансов, которые я бы не учел. Также ребята меня проконсультировали по различным рулонным материалам. Какие лучше, какие хуже. Причем эта информация напрямую от людей, которые этим занимаются каждый день и наплавляют различные материалы. Если все качественно приклеить, то такая крыша будет служить без проблем много лет.
На приклеенных полосках швы запаиваются при помощи горелки и кочерги. Это такой лайфхак от ребят. Для того, чтобы приклеить это все самостоятельно, нужно как минимум купить или взять в прокате мощную горелку и большой баллон с газом. И соблюдать баланс нагрева поверхности, чтобы не проплавить материал насквозь и в то же время, чтобы он хорошо прилипал к основанию. Когда сделали одну половину крыши, все материалы и инструмент переносим на другую половину. We sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna... Процесс приклейки пароизоляции занял 1 рабочий день. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч. Продолжение следует.